Да, мы продолжаем нашу запись по созданию, а, ну, в общем, непонятно, что это будет. Это что-то будет. Будет какая-то одежда. И мне захотелось, поднастроить вот здесь вот швы. Значит, что я имею в виду? Вот эта вот часть, да, вот эти 2 полосочки, они должны сшиваться, под углом 180 градусов. А вот эта часть, вот это здесь, вот эти 180 градусов, они мне мешают. Поэтому я, наверное, сделаю, не свободное сшивание, а, вот так и вот так. И потом настрою вот эти швы, сделаю здесь, только я не знаю, в какую сторону их гнуть. Не в ту. Значит, 270. О! Во! Видите, что происходит? Вот теперь они вроде как то, что надо. И то же самое надо сделать вот с этой вещью и с этим швом. Так, Н. Здесь 180, а здесь 270. Так, что у нас тут? Вуаля, вроде бы все хорошо. Отлично. Так, надо посмотреть, что происходит внутри штанов. Не многовато ли нам здесь ткани? Или попробовать сделать не 270, сложенная ткань будет 360. Ну, давайте сделаем 350. 350, буквально 10 градусов. И что мы тут умеем? Так, ну давайте усилим, посмотрим. И что у нас тут происходит? Да, ну, вроде бы все и нормально. Так, все, мне нравится. Мне нравится ширина вот это вот здесь мне нравится сужение. И мне все окей. Отлично. Так, база штанов готова. И я предпочитаю работать так. Я пересохраняю файлы, м, э, таким образом. Так, это у меня база. А, так, pants 01. Штанцы 01. Так, теперь я буду работать с этой базой. База у меня останется отдельно. Если вдруг что-то мне не понравится, я могу всегда к ней вернуться и что-то там сделать. Так, что мне не нравится? Почему-то мне кажется, что у меня недостаточно
Subdivision. Давайте-ка посмотрим на нашу сетку. Мгм. Я не люблю работать с треугольной сеткой. А, Давайте еще на 5 поставим. И я люблю работать с сеткой, когда она квадами. Вот. Вот такой вид сетки мне нравится гораздо больше. И когда у нас не триангулированная сетка квадами, вот эта вот резинка выглядит поаккуратнее. Так, что бы мне хотелось тут дальше сделать? Попробовать поднастроить материал, наверное, как-то надо. Пока мне непонятно, что мне тут за ткань такая. В принципе, она меня устраивает. По складкам там вот это вот все. Но все равно непонятно, про что это. Сейчас попробуем что-то поменять. Так, универсаль. На что мы можем это поменять? Какой-нибудь легкий деним. Такая больше мятости, больше складок. Текст, давайте посмотрим. Как она себя может вести. Так, для того, чтобы ткань тут подрасправить, я, наверное, буду использовать следующее. Я дам ей тут давление, чтобы ее надуло. Так, ткань надула. Теперь возвращаем. Сдуваем. Хорошо, подбираем ткань. Так. Мгм. Что еще мы можем пробовать? Катон какой-нибудь. Допустим, что это за поплин? Так, я смотрю. Давайте-ка я верну для начала particle distance 10 для работы. Посмотрим, как он у нас тут себя ведет. Так, интересно. Такое. Полиэстер. Что за Оксфорд? Так, это что-то такое дебилое. Не тянущееся. Окей. Наверное, нам такое и пригодится. Давайте еще что-нибудь попробуем. У нас в библиотеке есть. Так. О, у этой штуки мне складки больше нравятся. Прям прекрасные складки. Не знаю, что это такое, что это за ткань. Так, но, по-моему, они отличные. Все, с тканью я определилась. Так, что я хочу сделать? Я хочу нашить сюда карманов. Так, где я вообще? Карманов я хочу нашить. Так, ну для того, чтобы мне нашить карманы, мне нужно определиться как бы с боковой линией, по которой я буду ориентироваться. Давайте сделаем так. X.
27,5. Теперь Г. Так, посмотрим, устраивает меня такая боковая линия или нет. В целом устраивает. Тогда ее можно продолжить. Э, так, для того, чтобы продолжить. Угу, не то удалила. Так, эту точку мы trim outline, а вот эту точку нам надо удалить. В принципе, все. Так, давайте будем показывать internal лайны. По идее, вот эта боковая линия должна быть чуть-чуть ближе вперед, там где-то на сантиметр. Нет, это слишком много. Давайте на полсантиметра. Да, похоже на то. Все, теперь бомбим карманы. Так, как бы сориентироваться. Хочу, чтобы карман один был где-то здесь, где-то здесь. Ну, давайте x 30. Так, это у нас будет ориентир x 30. Так, теперь g. От этой точки 20. Вверх и Enter. Лишнее удаляем. Да шоп тебя. Удаляйся. Так, все, с этим разобрались. Ну, в принципе, меня устраивают такие карманы. Теперь я хочу сделать вот здесь уголки. Для этого, допустим, 3 и тоже 3. Угу. Супер. Так, дальше. Ладно. Тогда сделаем так. Ctrl-C, Ctrl-V. Теперь делаем вот что. Cut. Это удаляем. Cut. Это удаляем. Эти полосочки нам нужны или нет? Надо подумать. Думаю, что, скорее всего, нам это тоже не надо. И нашивать мы будем карманы сюда. Так, что нам еще? С чем еще нужно определиться? С x где-то 7 и сюда 15. Так, 10. Тут 7, тут 10. Вполне себе сойдет. Что нам куда нужно пришить? М. Свободным пришиванием. Это сюда. Это сюда. Дальше. Это сюда. Давай сделаем так. Потом подвинем. Б. Так, на 7 сдвинем сюда. Супер. Сейчас нам нужно будет шить карман. Я пришила его здесь и здесь. Проверяем, что получается. Давайте установим set some. Так, отлично. Так, что-то у меня опять случилось. Ага, у меня исчез subdivision. Почему-то extended. Угу. Вот что с ним тут случилось, почему он исчез. Супер. Дальше я хочу сделать
22,5, 4, 24, 17, 43, 74. А, так, давайте сделаем 3, 43, 70, ой, 74. Здесь 17, здесь 22,5. 22,5. 1. 17. Так, теперь давайте 5. И здесь то же самое в серединке. 5. Так, хорошо. Что нам надо сделать? Нам надо сшить вот это вот с этим. Вот это вот с этим. Это вот с этим. А это вот с этим. Дальше. Это сделать 350. Это 350. Ctrl-H. И move to superpose site. Так, хорошо. Теперь что делаем? Set sublier. Это сюда, а это сюда. Так, что-то там под 40, не 45 градусов, а 135, кажется. И это тоже. Так, пробуем, что получается. А, да, Б. И вот этот Б 90. Нет, не так. Этот 90, а этот Б, а этот тюрнет. Ну ладно, тюрнет так тюрнет. Это у меня не туда вывернулось. И это, кажется, тоже. Окей. Давай сделаем 10. Так, а как раз таки все было и правильно. 350. Такс. Супер. Что ты тут скажешь? Единственное, что это мне нужно было вот это пришить вот сюда. Так. А это отсюда пришить сюда. Так, попробуем set sublier поставить вот так. Ой-ой-ой. Так, давай-ка это сначала деактивируем. Ай, вытащим вот это наружу. Да, все верно. И здесь сделаем то же самое. Вот это нам снаружи нужно, а не изнутри. Ну-ка.
Опять что-то перекрутилось. Мгм. А давай-ка я это заморожу. Супер. Получилось то, что надо. Единственное, что, мне кажется, эти складки должны быть подлиннее. Да, и возможно. Так, Б. Тюрнет. Все правильно. Так, это окей. Ам, тут Default рендеринг и Realistic Fold. Ну все, класс. Так, для карманов нам нужно будет какую-то другую штуку сюда. А может быть и нет. Может быть и так, зашибись. Ладно, я хочу продублировать. Возможно, это слишком толстые карманы, и мы можем попробовать сделать не 3 сантиметра, а, допустим, 2. Ну, тогда нам нужно будет швы подрихтовать вот здесь. Не 1,5, 1. И здесь. И тоже сделать квадровую сетку. В целом вполне себе. Так, что тут случилось? Ой, ну все. Так. М, мгм. Вот оно счастье. А тут и так 5. Вот и хорошо. Так, повторяем карман. Ctrl-D. Так, что бы я хотела сделать? Сначала Ctrl-Shift-J. Это куда-то приткнуть поближе. Попробовать защемулить. Так, и поставить этот Set Sublayer. Это сюда. Так, и вот так. Что тут еще у нас? И это вот так. Так. Смотрим. Сюда придвигаем. Угу. Ну, вот уже что-то. Так, что тут еще можно сделать? Вот эти места нам можно сделать edge thickness 10 сантиметров. Вот такое, типа у нас тут подклад такой подвернуто. Потом сюда прибомбим еще. Да, все остальное должно быть просто. Так, это можно убирать. И все. Так, эти кармашки готовы.
Еще я хочу сделать здесь карманы. Окей. Что еще? Классно было бы еще наделать ему карманов сзади. Возможно, даже нет, длинные не получится, потому что тогда боковые не получится. Так. Боковые я хочу сделать по такому же принципу, с такими же штучками. Но давайте мы, наверное, отложим это на следующую серию. Сейчас чуть-чуть подсобираем такую красоту. Так. Такс. Да, мне нравится. Все, на сегодня эта серия закончена. Следующую серию в следующей серии будем шить боковые карманы. Всем пока, подписывайтесь на канал, здесь будет еще куча всего интересного. А если вы оставите комментарий под этим видео и зададите какие-то вопросы, то я смогу снять видео по вашим комментариям и рассказать вам что-то интересное. Если кто не знает, я работаю в программе Style 3D, здесь это есть водяной знак, на тарифе индивидуальный, который бесплатный. Это аналог программ Claw 3D и Marvel's Designer. Но у этой программы мне нравится быстродействие. Просто потрясающе работать с этой сеткой, с этим размером. Я работаю на Particle Distance 5, и у меня ничего не тормозит. Есть маленькие нюансы, с которыми приходится мириться, но это такое, это мелочи по сравнению с производительностью. Все, всем пока, до следующей серии.